Это вот такое дело вкуса. Здесь мне показалось странным, забавным и любопытным. В данном случае для выставки для нас это, конечно, преимущество. Я не говорю, что это плохо. Но здесь посчитали, что, в принципе, как бы, ну и обойдетесь. Как будто, когда ты покупаешь интеграл, хотелось бы или не хотелось. Вообще, имеет ли такая машина право на жизнь? И это, ну, на самом деле, наверное, круто. Поэтому все, как вы любите, вот гигантский. Привет! Вы на канале Яхта на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке Караван-салон Дюссельдорф 2022. И продолжаем мы смотреть то, что представил стенд Hummer, и сегодня у нас BMC i550 интеграл. Это вот такое дело вкуса, каждому свое. Поэтому я прям сразу призываю вас к дискуссии в комментариях, обсудить, какой тип автодомов ваш самый любимый. Интеграл, полуинтегралы, вены, ну вот что считаете важным, и вот обсудим типы отдыха, в которых это применимо. А сегодня у нас, как я уже сказал, BMC i550, машина на 4-5 человек, вес машины здесь указан, по крайней мере, 4,5 тонны, соответственно, ну, вряд ли она уже в Б-категорию впишется, как и в почти любой интеграл. Это у нас будет длина машины 7 метров без 1 сантиметра, ширина 2,29, высота 2,96. Что еще здесь можно важного сказать, что это, конечно же, шасси у нас Mercedes-Benz Sprinter, а в остальном интегралы надо смотреть не снаружи, а изнутри. 170 лошадиных сил мотор, 9-ступенчатая коробка автомат. Естественно, есть все помощники, адаптивный круиз-контроль, там информирование и удержание полосы относительное, и привычная нам уже мерседесовская мультимедиа. Углубляться не будем, потому что на самом деле на этом Mercedes здесь и заканчивается, и начинается все то жилое пространство, которое построила компания Hummer. Все то, за что люди любят интегралы или не любят. В принципе, это, как правило, одни и те же причины, только одним это нравится, другим нет. Что здесь мне показалось странным, забавным и любопытным? Это машина двухосная, то есть он достаточно небольшой. Чаще большие интегралы, они у нас трехосные. И когда я сижу здесь, в кабине, я ощущаю, что это интеграл, потому что у нас вот это вот все пространство, место, воздух, и как будто широко и дорого-богато. Когда я смотрю назад, то, чего вы пока не видите, но мы туда с вами дойдем, я здесь вижу уже скорее BMC 550. То есть нету вот этого всех прелестей интеграла в этой машине, вот как минимум в задней части, по ощущению. И это вот такой странный стык, то есть с одной стороны спереди это полностью интеграл, а сзади как будто это уже и полуинтеграл. Поэтому мы решили сюда зайти, посмотреть, спорный вариант. Я, честно говоря, пока не понял, но мы вместе посмотрим, разберемся и обсудим в комментариях обязательно в конце. Вообще, имеет ли такая машина право на жизнь, на ваш конкретно личный субъективный взгляд? Поехали. Машина, как я уже сказал, у нас на 4-5 человек. Соответственно, у нас есть опускаемая кровать. Тут люди, которые смотрели предыдущие обзоры на интегралы, у нас сейчас на канале, могли заметить, что я в первый раз эту кровать показал. Почему? Потому что Hummer, все, что электрически опускается, ключики забрали и опускать это не дают. А кровать здесь у нас механическая, поэтому я ее легко опустил и открыл. И в данном случае для выставки для нас это, конечно, преимущество, потому что мы ее с вами увидели. Но с другой стороны, все-таки это уже такой люксовый класс, интеграл, а вот кровать у нас здесь механическая. Естественно, это все вопрос цены, но как будто, когда ты покупаешь интеграл, хотелось бы электрическую кровать. Или не хотелось. Я в целом, лично я, все-таки считаю, что механические какие-то решения, они зачастую практичнее. Потому что когда там что-то сел аккумулятор, что-то долго ждать эту кнопку, все это как-то немножко иногда напрягает. А вот так вот ручная кровать, уже ничего такого тяжелого особо нет. Поднял, защелкнул, одной рукой потянул вниз, опустил. Ну вот, по крайней мере, здесь мы увидели. Кровать в передней части, двуспальная, механическим движением руки опускается. Столовая группа. Разворачиваем сиденье, угловой диван и еще один диванчик сбоку. Что важно здесь заметить, вообще какая-то мода в этом году прямо у Hummer. Я смотрю, вот они везде заявляют это 4+1, и прям в каждой машине на выставке у нас лежат дополнительные подушки для того, чтобы здесь сделать спальное место. Обычно почему-то производитель, у нас в России все это обычно любят, стараются эту опцию заказать, а здесь как-то такие типа, да, вдвоем путешествуй в целом на такой машине, зачем тебе еще какие-то, мы так эту кровать в целом бонусом сделали. Короче, вот эту прям опцию с дополнительным спальным пятым местом здесь не очень жалуют. А вот в данном случае, почему-то в этом году на выставке прям тенденция такая. То есть у нас есть подушки, стол опускается, и здесь есть дополнительное спальное место. Судя по всему,
даже практически нормальная. Вот мой рост 1,80 м, здесь как бы, 1,80 м будет. Она прям вот так вот раскладывается. И это, на самом деле, наверное, круто. То есть, с одной стороны, конечно, впятером путешествовать на такой машине, такое, спорный вариант, но с другой стороны, то, что такая возможность у вас есть, ребенок, там, гости кто-то, как бы уже все-таки классно. Поэтому все, как вы любите, вот в этом году у Hummer в каждой машине практически можно здесь сделать 5-е место и прям сразу в комплекте. Кухня. Вот такой Г-образный островок, немножко рабочей поверхности, стеклом закрывается плита на 3 огня газовая, с электроподжигом, ручки находятся чуть ниже. Мойка, обыкновенная круглая, все простенько, лаконично. Столешница сделана из ДВП или фанеры, снизу выглядит как фанера, но как будто она слишком легкая для фанеры. Наверное, это какой-то ДВП, ДСП, сверху ламинированная под камень. Ниже у нас ящички для вилок, ложек верхний. И нижние просто ящики по 15 килограмм нагрузка. В нижнем ящике по классике есть мусорная ведерко для кухни. Это прям всегда круто, потому что на кухне всегда есть что выкинуть в такое герметичное ведро, а не засорять основное. И еще один большой ящик. Здесь у нас, кстати, краники для того, чтобы перекрывать подачу газа к холодильнику, соответственно, бойлеру и к плите. Собственно говоря, на кухне почти что все. Есть еще 2 розетки 220 вольт, 2 USB и наверху еще один шкафчик, там какой-то вытяжки или чего-то особенного здесь мной не обнаружено. Дальше холодильник. Тедфорд, 140 литров объем, работает от газа, электричество 220-12 вольт. Ничего здесь особо необычного у нас нету. И дальше я делаю буквально полшага, и все. Собственно говоря, автодом на этом заканчивается. Мы оказались в основной спальне. На самом деле я очень люблю вот такой тип кровати в задней части автодома, когда она расположена поперек. Вот так вот сбоку у нас шкафы, узенький проход. Здесь, естественно, есть шторка. И это такое очень уютное, интимное пространство получается. Я как-то ездил, путешествовал немножко на такой лайке, у которой была аналогично сделана. И мне прямо очень понравилось. Но почему-то, когда я захожу в интеграл, у меня какой-то внутри диссонанс, у меня не укладывается в голове, что вот эта вот уютная маленькая каморочка, и так близко она в полушаге от кухни заканчивается, начинается вот эта кровать, и что у нас даже вот санузел скомбинированный, туалет и душ, сейчас мы к нему еще дойдем, как-то, короче, у меня это в голове не укладывается. Я не говорю, что это плохо. Не говорю, что так не должно быть. Просто когда ты спереди сидишь, и у тебя вот это вот все панорама, а сзади у тебя вот раз и все закончилось, я не очень понимаю, как будто для кого это. То есть, да, мне нравится такая кровать, но я еду на маленьком в Б-категории полуинтеграле. И это классно. Соответственно, вот здесь я никакой критики, просто вот такое мое личное субъективное ощущение. И еще одна тема для обсуждения в комментариях. Как вы считаете вообще, классно, не классно это такое решение? И для кого это подходит? Может быть, как раз для вас? Тогда прошу прощения, если обидел как-то ваши чувства своим негативом немножко в эту сторону. Уважаю, разделяю, но вот лично у меня такое ощущение сложилось. Что есть в спальне? В спальне у нас USB-розетки 2 штуки, 220 вольт розетка, естественно, разное освещение, светильничек такие по бокам 2 светильничка и какое-то вот основное разное освещение, люк, окна, все с москитными сетками, шторка уже сказал, на этом на самом деле здесь все. Санузел. Туалет и душ объединены в одно вот такое небольшое пространство, дверки душевой кабины закрываются, вот примерно здесь. Да, судя по поддону, не хочу сейчас все это здесь разбирать, но вот так вот у нас вот эти дверки раскладываются, и вот эта душевая кабинка в целом, вот все. Напротив у меня туалет, Тедфорд, новая вот эта система, когда шайба, в целом она, конечно, не новая, но вот в Hummer'ах ее в последнее время она не встречалась, а вот тут она есть, поворачивается вот этот механизм, перекрывает задвижку, и это все вместе с кнопкой и индикацией, собственно говоря, заполненности кассеты. И сбоку есть аккуратненькая раковина, в уголочке вот так вот расположена, все, в туалете остальное подсветочка, 2 типа подсветки над зеркалом и заказ душевой кабинки. Но есть кое-что еще очень позитивное и важное, и связанное даже с душевой кабиной. SLC шасси. Когда у нас это шасси, у нас есть двойной пол, у нас есть этот пол, в полу есть подогрев, он теплый, и у нас расположены все баки с водой, сточной, чистой, в полу.
Но, что важно, в этом году Hummer сделали увеличенные баки, и теперь у нас здесь запас чистой воды 180 литров и серой воды 150 бак. И это прям классно, то есть увеличенный запас, и это прям во многих машинах. Мы в одном из прошлых роликов, даже, возможно, не в одном, показывали, как это выглядит все это шасси в разрезе. Здесь представлен стенд, поэтому смотрите предыдущие ролики, там это есть. Мало того, есть еще много разных лючков, весь пол в них. Например, в этом у нас есть место для хранения, собственно говоря, каких-то вещей. И в остальных лючках у нас там электрификация, доступ к печке, к краникам и так далее. Все сделано в полу. Это прям удобно, это экономит место, это практично, плюс вес машины, например, когда баки, он у вас очень равномерно распределен, вес воды по центру машины, и ничего никуда лишнего там не перевешивает, не наступает дисбаланс. Как когда у вас, например, бак там 100 литров где-то под сиденьем в столовой. Соответственно, немножко как-то это, если там даже есть ограничение, как правило, 20 литров с собой вести. Здесь, по идее, оно тоже есть, но когда у вас бак по центру, все-таки это немножко стабильнее. Короче, классное решение. Ну и мы плавно движемся к выходу, и как раз у входной двери у нас расположилась еще одна опция. Это вот этот телевизор от Hummer со всеми Smart TV функциями, как заявлено, по крайней мере, на вот этом сенсорной панели, стенде. Вот этот телевизор, вот эта подставка мне в целом нравится, потому что вот таким образом у нас 32-дюймовый телевизор помещается и разворачивается. Но в одном из прошлых роликов мы видели получше решение. Был такой кронштейн, который разворачивался еще и в сторону спальни. Здесь же он у нас поворачивается, разворачивается, и вот максимум вот. Это весь его диапазон. Мы можем смотреть из столовой, с водительского места, развернувшись, развалившись в этом классном кресле. Кстати, в креслах есть еще такая пневмоподдержка, там, то есть нажимаешь кнопочку, что-то какие-то компрессоры подкачивают, поддержку спины, поддержку еще чего-то там и подогрев. Вот вы все это включили, развалились на кресле и смотрите телевизор. Это, по сути, единственное положение, откуда его хорошо видно, потому что даже на улицу он, ну, вот так вот условно в двери разворачивается. А бывает поинтереснее. Но поскольку это все-таки опция, я бы здесь сильно не накидывался на эту машину за это, потому что если вы будете заказывать у Hummer подобную опцию, телевизор, наверное, можно заказать чуть-чуть другой кронштейн, и это будет тоже работать. Выше над телевизором у вас шкафчик. Далее у нас два пульта. Пульт управления всем автодомом, новый от Hummer, с возможностью подключиться к телефону и управлять удаленно. Говорил об этом уже во всех предыдущих роликах. Ну и, собственно говоря, здесь мы там включаем, отключаем насос, все общее освещение, вот можем вот так вот раз одним движением, и подачу электричества выключить. Свет полностью не погас, потому что нам здесь на выставке просто дополнительную люстру прикрутили, поэтому здесь так светло. Рядом у нас пульт управления печкой Truma, 6-киловаттная Truma комби. В общем-то, на этом внутри все. Идем на улицу. По правому борту у нас, естественно, лючок с кассетой биотуалета Тедфорд, соответственно, 20-литровая кассета. У меня есть для вас загадка. Возможно, в следующих роликах я сам отвечу, и мы узнаем правильный ответ. А сейчас вопрос к знатокам. Зачем к кассете подключен вот такой шланг? Его можно снять, чтобы кассету пойти сливать, а потом обратно подключить. Для чего? Если вы подумали, что тут есть стиральная машинка, то ответ неправильный. Нет тут никакой стиральной машинки, и уж точно она не сливалась бы в кассету. Давайте обсудим это в комментариях, а возможно в следующих роликах я отвечу на этот вопрос. Далее подключение электричества 220 вольт и какая-то крышка. Что за этой крышкой, мы не узнаем, потому что нам любезно представители выставки заперли этот лючок, ключ не оставили, и, соответственно, это так и останется загадкой для нас. Обычно за такими дверками, лючками прячется либо вывод газа для подключения внешнего гриля, что было бы логично, потому что у нас здесь Tule Omnistor маркиза есть, соответственно, мы разложили, здесь подключили уличный газовый гриль. Также бывает подключение магистральной воды в таких лючках, то есть чтобы вы подключили шланг, и у вас вода, напор идет без использования насоса, встроенного в бак в машине. И бывает душ внешний, уличный. Вот я бы не сказал, что это может быть, скорее всего, здесь подключение магистральной воды, потому что никто так не делает. Подключение воды над подключением электричества. Да и как бы и душ, и подключение магистральной воды вряд ли. Так что, скорее всего, здесь вывод под газовый гриль. Ну и далее у нас багажник. Второй раз встречаю здесь на машинах такой замок, обновленный замок. Ключом отдельно открываем, а одной рукой поворачиваем вот эту задвижку и... Естественно, с таким газлифтом у нас распахивается наш багажник, наш гараж. Что у нас здесь? У нас здесь коврик, металлического покрытия нет. В остальном
все достаточно стандартно. Есть свет, есть две розетки 220 вольт для зарядки каких-то ваших электрогаджетов габаритных. И есть вот, кстати, уличный душ, так что душ там, как вариант, точно отметаем, потому что он есть здесь. Вряд ли бы делали два внешних душа. Полочки и, собственно говоря, все багажное пространство. Максимальная нагрузка 350 килограмм. Опционально можно заказать так, чтобы было 450 килограмм нагрузка. Что неплохо, он просторный, и вес это вполне себе нагрузка достойная. По левому борту у нас есть входная дверь на водительское место. Не всегда в интегралах это есть. Иногда здесь у нас все полностью закрыто и входим только через жилое пространство. Остальное, вот то, что вижу в это узкое пространство, это потому что дома стоят близко. Здесь у нас газовый отсек, судя по размеру и по указанным параметрам, на 2 газовых баллона по 22 литра. Внизу ящик, через который мы попадаем вот вниз, туда, где шасси, доступ к печке Трума. И, соответственно, там еще есть заливная горловина чистой воды. Ну, а спереди заливная горловина для дизеля. Собственно говоря, по левому борту это все. BMCI 550 мы сегодня с вами посмотрели от компании Hummer. На мой взгляд, весьма странная, необычная планировка, как я уже сказал. Как и призывал ранее, призываю обсудить это в комментариях. Это мое субъективное мнение. А все, что есть объективного, это то, что вы увидели в кадре. И если вам не хватило какой-то технической информации, вы ее найдете по ссылке в описании. Мы продолжаем работать на выставке в Дюссельдорфе. Главная выставка караванинга. И, соответственно, вам очень важно подписаться на наш канал, потому что иначе вы можете пропустить какой-то из следующих роликов, потому что вам не придет уведомление. А также оно вам не придет, если вы не поставите колокольчик, но это уже как бы все на ваш личный выбор. Также у нас есть телеграм-канал у Яхты на колесах, там можно задать какие-то вопросы, пожелания к следующим роликам, увидеть различные лайфхаки, так что не забывайте подписываться. Меня зовут Антон, надеюсь, что до новых встреч, пока!